Мы в историческом городе Екатеринбург. Позади меня бизнес-центр Высоцкий, самое высотное здание этого города. Именно здесь размещаются два головных офиса итальянской компании ЛНС. И является известным топ-лидером наш соотечественник Анарбек Примкулов. О взлетах и падениях сегодня в реалити «Ассоль». Многие известные люди должны были преодолеть многочисленные препятствия на их пути, чтобы стать успешными. Неудачи привели их к самым низким точкам их жизни. Тем не менее, их тяжелый труд дал им то, за что они боролись. И их настойчивость в настоящее время является источником вдохновения для многих. Если вы когда-нибудь чувствовали себя упавшим в жизни и нуждались в небольшом вдохновении для прохождения этого периода, вот вдохновляющая история. Сегодня, в данный момент, у меня очень хорошие результаты. В Екатеринбурге здесь два офиса, в Москве два офиса у меня, в Санкт-Петербурге и в Калмыкии. В скором времени собираемся в Новосибирск, в Кыргызстан, конечно же. Но около 10 лет я уже нахожусь в Москве и работал до этого обычным грузчиком в турецкой фирме. 5-6 лет работал. В жизни никакого изменения не было. Его детство и юность прошли на юге Кыргызстана, где в особенности чтят мнение родителей и возводят в культ почтения к старшим. Возможно, он воспротивился основе традиций и улетел в Первопрестольную, чтобы состояться самостоятельно и добиться невероятных успехов. Я хотел, чтобы в моем жизни было изменение. И один день пришел, что через одноклассник я познакомился с чужим человеком, и этот человек мне предложил бизнес-идею. Увидел бизнес-идею, и мне очень понравился, и принял решение. Этот человек мне сказал, что все тебе понравилось, и мне это очень понравилось, и я решение принял. Он говорит, если ты принимаешь решение, будешь начать этот бизнес, будешь с нуля начать. Потому что этот бизнес в России, территории России, в российском рынке нет. Но ты будешь первым человеком. Я принял решение. Этот момент я не очень русскоязычный был. И даже сфера интернета, сфера бизнеса я не так сильно разбирался. Но несмотря ни на что я принял решение и начал с нуля. Не было офиса, не было товара, документ, поддержка, система работы, стратегия работы. Ничего не было. И даже я начал из Макдональдса. Людям предлагал возможность в Макдональдсе. Иногда выгнали меня из Макдональдса, я зашел в KFC, объяснял человеку, предлагали. У людей было разные, они разные слова сказали, что где у тебя, какая у тебя есть документ про компанию, есть ли завод личного, да, и продукция где у тебя. Но чтобы им показать, у меня ничего не было. Но была сильная вера, что это мой единственный шанс, я это должен сделать. И я принял решение, я начал, несмотря ни на что, с нуля, на улице, и начал действовать. Анарбек 14 лет занимался вольной борьбой, побеждал практически во всех боях, даже стал дважды чемпионом в Москве. После окончания школы решил поехать в Москву на заработок. 6 лет проработал грузчиком в турецкой фирме. Но за эти годы в его жизни ничего не поменялось. Каждый день грузили тонны груза, и в итоге появилась грыжа на спине. Не смог дальше работать так энергично, как раньше, так как недуг постоянно беспокоил. Мой начальник сказал, что Анарбек, ты мой самый лучший, я тебя поддержу, я тебя подниму, чтобы не было. И разные обещал, много чего он обещал. Но когда уже 5-6 лет работал, уже у здоровья у меня спина начала грыжа. И этот человек, я не так сильно начал работать, не как раньше. И тогда этот человек сказал, что Анарбек, нам нужен более энергичный человек, иди себе другую работу найди. Тогда я понял, что это начальник, я на него работаю.
Он говорит, что самое большое падение в его жизни было, когда прослезился в офисе. Вот тогда ему пришли на помощь силы свыше, как будто провидение. Два-три месяца поработал в Макдональдсе, маленькие результаты сделал и открыли офис. Снял офис, там было, когда уже я открыл офис, собрал всех и всем сказал, что вот наш долгожданный результат, открыли офис. Я всем дал уже товары, продукцию. После этого они не верили, что я дальше смогу продолжить, что они не видели своего будущего. И все бросали и ушли. И со мной остался только одна девушка и один парень. Все остальные не верили и ушли. Даже самые близкие друзья были. Рядом со мной были друзья, родственники, братья. Они все не верили, что я смогу подниматься. Поэтому они оставили и все ушли на свою традиционную работу. Но все равно было, что я верил этому человеку, что этот человек обязательно придет, и этот человек обязательно будет меня поднимать. Я продолжал дальше. Я брал кредит, чтобы сохранять офис. И каждый месяц, чтобы мне пришлось, что 18 тысяч оплачивать за кредит и 60 тысяч за офис. Но люди не работают, нет результата. Если не будет результата, как будем оплачивать за офис, как будем кредит оплачивать? Были уже трудности, я не хотел жить в квартире, снимать квартиру и там жить и оплачивать туда. Чтобы эти деньги лучше буду тратить на офис. Давай этот офис буду сохранять, чтобы по-любому чем-то надо жертвовать. Чтобы изменить свою жизнь, чем-то все равно придется жертвовать. Я жертвовал, чтобы я не буду жить в квартире, я буду жить в офисе. Каждый день я жил в офисе, и была там старая дверь, и туда поставил обычно для молитвы ковер у меня было, поставил, и там я спал каждый день. Каждый день, около 8 месяцев я жил в офисе. Было в офисе очень холодно, поэтому я зашел каждый день ночью. Когда все уйдут из бизнес-центра, я зашел в уборную, и там была сушилка для рук. Да? И этот вытаскивал и положил в кабинет в офисе. И до утра 5, чтобы было чуть подогреть. Было жарко, чтобы было жарко в офисе. И стал утром, когда у нас была молитва, я поставил эту сушилку на месте и обратно зашел в офис. Разные, сколько были времени, что каждый день даже на хлеб у нас не было денег. У меня рядом был один парень, и оба мы друг друга говорим, что бы ни было, мы не сдадимся, не будем сдаваться. Это было у нас окончательное решение, что мы не будем сдаваться. Удача улыбнулась Анарбеку только после 5-й попытки для основания своего дела. Первую компанию он открыл в центре Москвы. Правда, не все складывалось гладко. Приходилось выплачивать высокую арендную плату за офис. Сегодня, испытанный неописуемый ужас и боязнь, что не выплатит, он вспоминает с улыбкой, как сон, и принимает за школу мужества. Уже 7 месяцев никакого результата нет, не могу уже дальше оплачивать за офисную аренду. И последний день, я должен был этот день офисную аренду оплачивать. И я утром встал, когда утром встал и молитву читаю, в офисе очень холодно. И я себе говорю, когда в молитве, я говорю, что Аллаху, что бы ни было, я не сдамся. Потому что ты сам направлял на этот путь. Потому что когда я только начинаю, я сказал, что Аллах, если этот путь мой путь, тогда направляй туда. Если это не для меня этот бизнес, тогда отделяй туда. Этот бизнес для меня был единственный шанс. Поэтому, когда я молился, я сказал, что ты сам направлял на этот путь. Если ты сам направлял,
значит есть что-то. Поэтому я не сдамся, что бы ни было, я не буду сдаваться. Я не буду сдаваться. Но ты сам направлял, значит сам покажешь путь. Откроешь мой путь. У меня нет за офисной аренду сегодня деньги. Но пусть даже охранники придет сюда, выгоняет меня, но я не буду сдаваться. Все равно я не хочу этот офис потерять. Сколько я время, сколько деньги, что бы я ни делал, чтобы этот офис сохранить. Но я дальше хочу сохранить. Но у меня нет возможности, чтобы дальше сохранить. Остальные сам будешь мне путь показать. Этот момент утром встал, и менеджер, арендатор офиса позвонил мне. Я хотел ему сказать, что у меня нет офисной аренды, на аренду у меня нет денег. Я могу через неделю, через 2 недели я могу дать. Я так хотел ему сказать. Но этот человек сказал, что вы же на этот месяц оплачивали. Вы же на этот месяц оплачивали. Я понял, что он с ошибками посмотрел другой прошлого месяца. Тогда я понял, что Аллах, чтобы для того, чтобы помочь мне, ему с ошибками он посмотрел прошлого месяца. Поэтому я уже подумал, что он ошибался. И я сказал, хорошо, я забыл. И внутри у меня такое чувство, что вот видишь, Аллах очень сильно хочет, чтобы ты дальше продолжался. Это помощь Аллаха. И тогда уже я сказал, решение принял, что все, я дальше буду двигаться. У меня неделя есть, чтобы найти деньги. Но это уже мне дал дух, чтобы дальше действовать, чтобы найти это деньги. Потому что Аллах с этим хочет, чтобы мне показать, что ты дальше иди, не сдавайся. И я дальше начал искать. Через неделю я нашел деньги. И через неделю арендатор мне позвонил. Говорит, я с ошибками прошлого месяца посмотрел. Поэтому ты должен оплачивать сегодня. Я говорю, да, хорошо, как раз я сейчас пойду, тогда оплачу. Да, я оплачивал и дальше продолжал. Были разные трудности. И последние, когда мой лидер-наставник сказал, что я сказал, все, хватит. Уже никто не остался, нет никакого результата. Родители уже со мной не общаются, брат тоже уже мы не общаемся уже, да, с друзьями вообще не общаемся. И я не хочу дальше так продолжать. Уже очень трудно. Я каждый день здесь голодаю, здесь холодно. И каждый свои деньги трачу сюда. И ни с кем не общаюсь, нет ни с кем связан. Поэтому уже я дальше не могу. Тогда они сказали, что Анарбек, мы через 2 месяца будем там. И я тебе обещаю, что время придет, что твой аккаунт, твой сайт, который виртуальный сайт, который деньги проходят в компанию, это Safe LNS. Safe LNS. Самые большие деньги ты будешь зарабатывать, самые большие деньги в твоем сайте будут. Тогда когда это слово этот человек сказал, мне внутрь зашел еще заново уверенность. Все негативы вышли уже. Если вы обеспечиваете хороший клиентский сервис, то клиенты будут о вас говорить. Он не делал никаких маркетинговых исследований. Компания выросла органично в краткий срок. Когда ты идешь в компанию, самое главное доверять топ-лидеру компании. Примкулов Анарбек – это умный, отзывчивый человек, очень честный, справедливый. С этим человеком всегда можно идти до конца, ему можно доверять. Это человек, который с нуля любого доведет до успеха. Благодаря Примкулову Анарбеку я нашел себя в этой жизни. Начал мечтать по-большому и, конечно же, осуществлять все свои мечты. Где-то мы 1,5 года назад мы с этим человеком познакомились. В тот момент я понял, что он человек честный и мудрый, умный человек. И в тот момент я думал, что можно за ним идти. И если пойду за ним, можно к чему-то добиться. Так я принял решение 1,5 года назад примерно. С ним мы начали этот бизнес. С этого момента мы вместе работаем.
Я очень уважаю этого человека. Он такой честный человек. Они встретились в раннем детстве и всю чистоту взаимоотношений пронесли сквозь годы. Говорят, что случайность – синоним Всевышнего. Возможно, так было им суждено встретиться, вновь и понять, что вместе идти по жизни гораздо интереснее, нежели в одиночку. Анарбек и Айпери. Мы уже с Айпери мы вместе в одной школе учились. И первый раз я его увидел в школе и влюбился. За ним уже я 10 лет. Всегда она не хотела со мной общаться, боялся и не хотела, что со мной общаться. Но несмотря ни на что я всегда за ним ухаживал, всегда подарки, разные вещи. Но каждый год мы общаемся, и как-то так случается, что мы никогда друг друга не обидели. Но как-то мы уже начинаем перестать общаться. Каждый год так же. 3 месяца общаемся, через 3 месяца заново у нас не будет связь, через год заново встретимся, заново мы общаемся. А сколько нужно усилия, да, человеку пройти через такие адские трудности, да, и сохраняя свой офис в течение 1 года. Не было средств даже жить нормально как человек, да, снимать квартиру, да, и в течение года он жил в офисе, там была съемная дверь, каждый день вечером снимал эту дверь и стелил туда джай-намаз, он совершал намаз, да, и в течение 1 года он спал на этом джай-намазе и укрывался своей курткой. Прошло 10 лет, продолжался 10 лет. И начал этот бизнес, и я убрал, потому что у меня должен был фокус на одном месте. Я хотел строить четко, чтобы этот бизнес пошло нормально, чтобы потом я с этим девушкой продолжал общаться. И я маленький результат сделал. И мой наставник сказал, что ты планируешь через год жениться, но есть у тебя девушка, которую ты хочешь, чтобы этому девушке жениться? Я сказал, да, есть. Но это не в Москве, она в Екатеринбурге. Мы уже 3 года не встретились, но у меня есть цель, что поехать туда, чтобы с ним встретиться и поговорить. Он сказал, хорошо, я тебе дам 200 000 рублей, иди туда, чтобы устроить что-нибудь, чтобы она согласилась. Я принял решение хорошо, и деньги взял, прилетел сюда 2 года назад. И здесь самую шикарную квартиру я снял и строил романтичный, романтичный ужин. Она увидела все, и мы уже поговорили, она согласилась. Уже прошло 11 лет, она согласилась, чтобы замуж выйти. И поехал в Москве заново, и там немножко денег копил, и отправил домой деньги. И родителю сказал, что приезжайте сюда, чтобы сделаем, чтобы моя девушка здесь. Вы его прекрасно знаете, ее родители тоже. Поэтому, что мы сделали помолвку. Мои родители приехали сюда, увидели Екатеринбург и мой результат. Все увидели, и мы сделали помолвку, и обратно родители улетали. Мы росли с ним с детства. Я всегда замечала его, но не воспринимала всерьез. И вот прошло уже 12 лет, как мы с ним знакомы, учились в одной школе, и через 12 лет мы с ним поженились. 2 года тому назад, проходя через определенные адские трудности, как только он начал уже приходить в себя, да,
зарабатывать деньги. Он прилетел в Екатеринбург, делал такую мужественную поступку. Он сделал предложение мне, устроил перед всеми, моими друзьями, он попросил руку, предложил выйти замуж, я согласилась. И через год мы сыграли свадьбу. Я прилетел сюда, мы открыли здесь в Екатеринбурге самый известный бизнес-центр в Высоцком офис, и мы начали стартовать, и что уже время прошло, чтобы сделать свадьбу. Мы с Айпери поехали в Киргизию и строили очень большую свадьбу, очень хорошую, очень большую свадьбу мы сделали. И мой наставник тоже был там. Там было около 400 человек. Перед 400 человеком, что мой наставник выступал там. И сказал, что помнишь, Анарбек, все про тебя говорили, про тебя издевались, все тебя не верили. Но сейчас ты здесь, самая большая у тебя свадьба. И сейчас я хочу, чтобы перед всеми тебя подарок дать, чтобы все увидели, куда ты поднимаешься. И очень хороший результат. Я теперь очень сильно уважаю. Я очень сильно верю этому девушку. И мы друг друга очень сильно верим и поддерживаем. До сих пор мы вместе работаем. Я тоже сейчас вместе с мужем работаю в одной компании уже 7-й месяц. И за это время я набрала опыт, для себя открыла что-то новое. И во всех случаях, во всех ситуациях я готова поддержать мужа своего, я готова помочь ему, чем могу, и при этом тоже реализовать свои мечты. И в будущем мы хотим построить детский дом и помогать, кто нуждается в помощи. Он очень сильно уважает своих родителей, своих родных. Я что заметила и что меня очень удивило, да, что он безмерно уважает своих родителей, любит, что бы ни было. Он очень каждое слово, которое говорят ему родители, да, ему, он очень сильно воспринимает и пытается делать все, чтобы его родители гордились. Я верю в Анарбека, я верю, что он в дальнейшем добьется очень больших достижений. Я верю, что он достоин большего, и все его победы только впереди. Мир в большей степени зиждется на таких чувствах, как любовь, уважение, восхищение и взаимопонимание. Посмотрите на эту красивую пару – Айпери и Анарбек. Они влюблены друг в друга, безгранично, трепетно относятся друг к другу. И мне хочется, чтобы на свете было гораздо больше таких влюбленных пар. И тогда мир покажется намного краше и ярче.